О, я помню, я тут ездил позапрошлом году. Я тут песочек пройду, этого вообще ничего. А после песочка начнется дорога, на которой я себе проколол колесо. А ну-ка я пойду туда на стройку, посмотрю, может там есть какая-то труба, которая подойдет. А то у меня получается как, когда я вниз переключаю, у меня педалька вот как вот сейчас не возвращается, она там цепляется за кронштейн и не возвращается. Надо активно возвращать ее ногой. И вот я думаю там поискать. Сейчас тут припаркуюсь и пойду смотреть. Вот тут вот так опа встану. Прохожу. Скорее всего не найду, но хотя бы поищу, чтобы посмотреть. Вот, короче, нашел там часть леса, можно сказать, лесов. Там были металлические пруты, но они, блин, по 4-5 метров длиной. И они бы мне не помогли. Оптимально было бы трубу какую-то, но я попробую сейчас этой штукой. Я надеюсь, я рычаг не выломаю полностью. Попробую его так чуть отогнуть, может, от этой штуки. Так, а ну-ка, посмотрю. Ага. О, работает. Вроде бы. Сейчас еще чуть-чуть. Давай. Боюсь отломать. Плюс думаю, вот этот оська, штиф, да, чтобы не выломать. А так по чуть-чуть. Мне сильно не надо, просто чтобы он чуть-чуть. Ну-ка вот так. Чуть-чуть отошел. О, отлично. Как новенький. Ну все. Иду отнесу обратно. Фу. Даже лучше, чем труба. Я почему-то думал, что мне нужна труба, чтобы надеть на рычаг. И теперь я знаю, что такая штука, вот кому надо, такая штука работает лучше всего. А ну-ка, знаете что? У меня, кажется, с правой стороны, еще когда-то давно я тоже падал на правую сторону, и у меня, кажется, рычаг переключения скоростей тоже немножко загнут. Я сейчас посмотрю, может, сразу его отремонтирую. Сейчас посмотрим. Он у меня тоже немного... А нет, блин, это ж... Я перепутал, это тормоз, вот. Сейчас мы его тоже чуть-чуть так отогнем. Поскорябаем немножко мод, но... Тут немножко поскорябал, мог бы подложить что-то, но мне уже не важно, я столько падал. Окей, супер. Отремонтировали. Несем обратно. Короче, второй дубль. Я только что отремонтировал, но снимал сам себя. Короче, вот нашел там на стройке такой кусок от леса. Вот, я уже сделал, но я думал, я снимаю так, как я делаю. Оказалось, что я снимаю сам себя. Получилось, что я вот так вставил его сюда вот. И вот так вот тихонько отогнул. Нормально. И по идее нужно было здесь что-то ставить, чтобы не поцарапать, но уже хрен с ним. Вот, и потом я вспомнил, что когда-то я падал, и у меня педалька тормоза тоже была пригнута, и, соответственно, я педальку тормоза вот так оп-оп сделал, и все, сейчас как новое.
Получается, иду, отнесу эту трубу обратно и поеду. Блин, не проверил камеру. Она снимала меня пока. Получается, там и прутики лежали. Я записал, что я ехал и думал кому-то зайти во двор, кто там во дворе, кто там дома, спросить трубу, потому что мне что-то казалось, что надо трубу одеть на этот рычаг и будет лучше. Ну вот получилось, попробовал этой трубой, этим лесом, вот как огромная отвертка, можно так сказать. И получилось супер оптимально. И поэтому все круто. Тоже проезжал тут мимо этой стройки, думал посмотреть, не посмотреть. И все-таки вот решил заглянуть, и все отлично. Вот, короче, отремонтировал. Еду дальше. У нас время сколько? Без 15, без 10, 6. Я запланировал себе там одно озеро. Не знаю, как будет. Вот. До озера где-то километров 100. Сейчас будет очень жесткая дорога. Я этот маршрут помню. В позапрошлом году я его ехал. Там будет по лесу жестко все. Я посмотрим, насколько быстро я смогу добраться. Успели я до этого озера. Так что посмотрим. Короче, дорога идет похожая на ту, что я из Словении в Хорватию ехал. Через лес. Но тут та была ровненькая, просто с песком. А тут такие промоины, да. И траншеи такие. И очень много лежит веток на земле, потому что сильный ветер. И я надеюсь, на меня ничего не упадет. С другой стороны, я в шлеме. И шлем должен спасти. С третьей стороны я уже заплатил трибут своим падением, своим левым сапогом. О, блин, по ветке проехал, не заметил. Вот, птичка. Вот, поэтому я думал, я эту дорогу объеду, если съеду налево. Но не успел. Уже вторую часть этой дороги попробую объехать. Первую часть вот сейчас надо пройти. О, смотрите, олень. Маленький олененок стоял тут, бежал в кусты. Блин, спрятался куда-то. Ладно. Блин, вот тут камни, да, вот если бы не было бы камней, была бы просто земля. Было бы так гладенько ехать. А тут камни, блин, я прыгаю как сумасшедший. Единственное, что думаю, эти камни, они компенсируют, когда дождь, что все равно можно проехать, да, что дорога не превращается в глиняное месиво. Вот. Вообще я уже устал. Рука сцепления, в принципе, плечи. Вот. Вот тут немножко меньше камней, сразу видно, да, немножко такое глинистое для пробуксовок. Вот камни снова начинаются. Тут еще ничего. Вот там было вообще жестко, где там было вымыто все. Все, я надеюсь, вот сейчас еще чуть-чуть, еще, не знаю, минут 15-20, и будет поселение следующее. И я посмотрел по карте. Ну-ка, я вам сейчас покажу. Отдохну немножко. Покажу мой план, короче. Получается, вот этот Санника, да, поселение. Вот, у меня, по идее, дорога идет вот так, дальше по лесу. А я хочу выйти на вот эту оранжевую дорогу и объехать. Она чуть-чуть длиннее, возможно. Вот так. Но без хардкора, и немножко пощадю свой мотоцикл, и, может быть, быстрее доеду, чтобы успеть до ночи, до озера.
Короче, такой вот план. Действуем по плану. Потому что фишка-то в том, что я эту дорогу уже в позапрошлом году проезжал. Короче, ничего нового, я это уже знаю все. Вот, поэтому можно пропустить. А заодно ту другую дорогу я не знаю. Хоть она и, наверное, такая простая, асфальтированная, можно сказать, скучная. Но так, немножко отдохнуть нормально. Кусты. И что я хочу сказать, что в прошлый раз, да, в позапрошлом году, я очень много видел бездомных собак, ходили по городу, везде, я вам рассказывал, да, на таможне. Сейчас нету собак. И вот я думаю, неужели они их отловили и всех утилизировали, убили. Жалко было, конечно. Все же собачки, как бы они, если бездомные, они свободные, живут себе в свободе. Аккуратненько, аккуратненько. Фу, ой, блин. Фу. Так, на камере не видно, я еду с горки, где-то градусов, не знаю, 12. Вот, начинается градусов 17 уже. Вот тут кусты там. Кусты похожи на голубику, но похоже еще не спелые. Это уже надо в августе. Ой, блин. Фу, снова устал, уже жарко так. Фу. Ва. Ва. Напоминаю, заднего тормоза нету. Торможу коробкой передач и передним. Потихоньку. Фу. О, сейчас тут тоже где-то градусов 15-17 вниз. Вот тут маленький такой. О, все, перетормозил впереди. Чуть не сорвалось. Оба. Хардкор. Так, где тут проезд? Вот. Оба. Блин, только бы покрышки выдержали. Это был бы кайф. Я теперь буду проверять. Я когда в прошлый раз пробил, я выехал на асфальт, и мотоцикл не хотел входить в поворот. Ему очень трудно было. Я прямо его так насильно закладывал. Потому что я ехал, можно сказать, на диске, да, не на покрышке, а на диске. Вот, поэтому я первым делом проверяю вот так, виляю. Легко он закладывается, да, нет. Если да, то вроде есть еще воздух в покрышках, в колесах. Вот, ну ладно. Продолжаем страдать, продолжаем мучить технику. Да. Короче, на все деньги. Выжимаем все из цены этого мотоцикла. Его сделали так, для легких прогулок. Но легкие прогулки нам не очень интересны. Нам нужны жесткие прогулки. Мне уже слышатся какие-то голоса, но это, скорее всего, мотор страдает, воет. Наверное, духи мотора. Овечки. О, собака. Такая вот турецкая овчарка. Не помню, в позапрошлом или позапрошлом году в Хорватии
Кажется, это было в Хорватии или уже в Боснии, не помню. Короче, проезжал мимо, и она выбежала со двора и не давала мне дорогу, пропуск. Я с ней общался, потом дал дёру. Потому что она меня хотела цапнуть, на самом деле. Вот тут я в прошлый раз под дождем делал перерыв, привал, ел. И после сел на мотоцикл и ехал уже на спущенном колесе. Правда, заметил уже позже, потому что тут непонятно, спущенное, не спущенное. Оно такое все чувствуется как-то ненормально. Короче, вот местный колорит. Так, привет. Так, будем смотреть, где тут объезд. Я приехал в это поселение. Вот эту вот так пройду. Не вот эту оранжевую, что там была, вот эту, а вот эту желтую. Надеюсь, она нормальная будет. Прямо направо, мимо заправки. Саника, это, кажется, так называется этот городок. Ну как городок, я даже не знаю, это город или село. Скорее всего, село. Вот. Ну ладно, короче. А вон собачка бежит. Две собачки. Посмотрим, они за мной побегут или нет. Одна такая пушистенькая, сама по себе. Не бегут. Очень такие интеллигентные у них выражение лица. Как будто они познали жизнь. Да, но они, скорее всего, не уличные, а на самовыгуле. Так, чувак меня хочет подрезать? Не хочет. Просто большая машина, у него нету места. А, вот, доехал. Вот эта мечеть. Так и доехал. Блин, прикиньте, сколько я минут 10 на спущенном колесе ехал. Вот мечеть, и вот это место, вот именно вот здесь я стоял и ремонтировал. Окей, я сейчас остановлюсь, почту это место и заодно посмотрю, куда мне дальше ехать. Я вот тут стоял, вот прямо перед этим трактором, асфальтоукладчиком. Окей, газуем. Получается, сейчас я уже проехал дальше, чем в первый раз. Можно отметить. Ну все, теперь вот 19 часов, у меня еще где-то 1,5 часа до сумерков сильных. Вот такие дорожки в горку мне в кайф ехать. А с горки вниз немножко как-то сыкотно, потому что все происходит как-то намного быстрее. И ощущение, что меньше контроля. Не знаю, не у меня так, у всех так. Нормально ли это? Если на самом деле меньше контроля, что сила тяжести вниз тянет и хуже тормозится. Что я заметил, я когда в Хорватии ездил, или скажем так, в Словении я ездил, там где ездил, пахло лесом, да, свежестью, еловой, но и другим тоже. Потом заехал в Хорватию пахло чем-то эфирным таким, я не знаю, там какие-то растения, как будто ты на сеансе массажа или йоги, что-то вот так, да? Пахло каким-то эфирным маслом. Чем пахнет в Боснии? В Боснии пахнет чем-то горелым. И горелым не деревом, как топят, а или резину жгут, или какой-то пластик.
или еще какой-то мусор. Вот я сколько еду, очень часто воняет горелым чем-то. Я там даже проезжал, видел на краю дороги горели шины или что-то, я не знаю. Короче, пока так. Я, возможно, изменю свое мнение, или у меня будет другой опыт, когда я заеду снова в лес, в горы. Но вот так, если по городу, пахнет чем-то горелым, блин. Наверное, как уменьшенный такой Варанаси, да? Там тоже горелым пахнет. Может, тут тоже трупы сжигают, и поэтому так воняет. Вот, да. До озера осталось примерно 80 километров, кажется. И время 8 часов. И не знаю, до ночи, скорее всего, не успею, но, может быть, еще в темноте заеду. Солнышко, видите, солнышко уже садится. Только верхушки гор освещает. Ладно, короче, газую дальше. Дороги красивые, пока еще видно. Я уже проехал 1200 километров за свой поход. Сегодня получается 4-й день. Вот. Осталось 1800 еще. Как красиво, смотрите. Посмотрим ради интереса, проедем вот Венгры. Мимо этого же озера, вот тут такой комплекс пляжный. Наверное, времен Советского Союза еще. Получается, если бы я бы и был сейчас не вечером, а днем, можно было бы сплавать. Сейчас просто прохладно. Ну и плюс, блин, я же спешу как бы. Вот, короче, красивое такое озерцо. Ладно. О, смотрите, какой красиво. Все, и погнали снова на нашу быструю дорогу, чтобы быстрее. Ой, блин, смотрите, как прикольно тут. Ха-ха. Сделано. Интересно, что в этих домиках. А ну-ка я посмотрю, что в этих домиках. Может, туалеты в этих домиках? Ладно, почитаю потом в интернете, чтобы не терять время. Ну, красиво. О, чувак сыт. Тоже красиво. Окей. Sorry. Do you speak English, maybe? I do. Do you know what is inside of these little houses? They're all locked, but they were all like instead of having one giant mill like they usually do. Ah, okay, a mill. In the Austro-Hungary Yeah. days. Okay. Yeah, they just spread them out and just made a bunch of little ones. Well, you speak very well English. Are you from No. Bosnia? No. Ah, I'm from Hawaii. wow, from Hawaii. Wow. Really? I just speak English. Yeah, and you arrived just in Bosnia from Hawaii No, I've like been a tourist. traveling Europe for like, Ah, 6 okay, years now, okay. but I go home for the winter.
So you was inside there and Yeah, you can walk the platforms and yeah. but all the doors are locked. Yeah, But I because- looked up the history. Because I thought maybe you can sleep inside, so you No, know. that'd be cool. Yeah, That'd be cool. They Yeah. should do that. yeah, because it's look very, very beautiful. Yeah, like somewhere in China or in Japan, like little Yeah, houses. it's Yeah. Definitely unique. Where are you from? I'm now actually from Germany, From Germany, nice. but I'm originally like as I was a little boy, Uh-huh. I come from Moldavia. From Moldova. Moldova, yes, Yeah, yeah. yes. Nice. And now I come from Germany, and I make a journey from Germany, Austria, Slovenia, Croatia, Bosnia, and now I go to Montenegro, Nice. and then All back. Balkans. Yeah, yeah. Oh, man, beautiful. So okay, good. Have a nice evening. It was so cool to speak English. Yeah, it's very well, perfect English. Yeah. Ciao. Take care. Прикольно, чувак из Гавайя. Зашибись. Короче, сказал, о, смотрите, как там тоже красиво. Сказал, что там типа водные мельницы в этих домиках, как я понял. Я не знаю, кто лучше говорит по-английски, может еще что-то поймет. Вот. Озеро огромное просто. Называется Малопливское озеро. Ой, чуваки, орешки собирают зеленые. Будут варенье делать, наверное. О, я не туда поехал. Или туда? Хрен его знает. Там знак был вроде въезд запрещен. Одностороннее движение туда-сюда. Вот тут мне надо направо было заехать. Так, блин, тут опять такая жесткая дорога. Ай-яй-яй. Я уже не хочу, я уже устал. Ой-ой-ой. Сейчас аккуратненько. Так. Красивая женщина с коляской. Так, о, какое небо там, облако такое фиолетовое, я не знаю, возможно, потому что они тут жгут разную херню, поэтому и облако такого необычного цвета. Так, сейчас бы не навернуться мне еще. Зачем я сюда еду? Зашибись. Куда я еду? Тут вообще, наверное, больше так для пешеходов. Ой, нихера себе. Ой, подъем, блин, сколько? 20 градусов тут. Хоть асфальт. Так, и вот я выехал на дорогу главную снова. Свободно. Опа. Фу. Приключение за приключением. Блин, там водопады, справа до хера водопадов, которые мы сейчас пропускаем. Ну ладно, блин, уже 8:30. Надо доехать. Или не надо? А ну-ка, сейчас, может, будет смотровая площадка, посмотрим. Если будет... Не, это не смотровая площадка. Не будет смотровой площадки, но там очень красиво. О, там так красиво, блин. Надо было мне дальше поехать по низу. Короче, очень красивое озеро. Может, я на обратном пути... Не, на обратном пути я сюда уже не приеду. Короче, очень красиво тут. А ну-ка. Знаете что, я спущусь. Возможно, хоть и ночью приеду, но, может быть... Смотрите, какое небо там. Зашибись. Ну-ка, я сейчас... Смотрю, может, увижу водопады. Я надеюсь, я там смогу проехать на мотоцикле.
Это, кажется, я сейчас снова туда заезжаю. А не, я по другую сторону озера. Просто чтобы разок взглянуть и вам показать. Вот, смотрите, первое. Тут, я не знаю, отсюда видно или нет. Там такой каскад. Так. Вода такая синяя-синяя. Вот тут охренеть сколько разных. А ну-ка, тут парковка. Может, отсюда будет видно. Я просто не хочу слезать сейчас куда-то ходить. Хотя, блин, вот, все-таки слезу. Так, сейчас посмотрим, ребята. Короче, идем смотреть. Смотрите, мостик. И вот. Водопад. Сейчас немножко поснимаем. Если бы сейчас была бы жара, и туда бы спуститься, поплавать. О, смотрите. Крутяк. А там такое небо. Вот это озеро, которое мы объехали. Там я оставил свой мотоцикл с ключами совсем. Но я быстренько. Просто круто так сделали вообще. Вау. Вот, ну и так далее. Короче, очень прикольно. Я вот не знаю, тут чисто ходить или можно плавать. В любом случае, очень красиво. И озеро очень красивое. Я вот не знаю, видно ли небо. Такое небо кирпично-свекольное, облака такие. Оранжевый оттенок с фиолетовым. Вот, ну ладно. Едем дальше. Уже без 15:09. О, зашибись. Там был старый город, там красивая там стена, крепость. Но у меня без 15:09 темнеет, а я еще не на месте. Может, блин, я не знаю. Может, мне просто не надо туда ехать и здесь это переночевать. Вот, чуваки. Сейчас, может быть, будем ехать направо, и я смогу увидеть. Вау, чувак, блин, газует тут они сумасшедшие. Блин, цвета неба обалденные. Оранжевые облака, голубое небо, оранжевые облака. Это четкий такой контраст. Вот тут 50. Чувак, наверное, 150 тут проехал. Короче, это озеро там. Навигация показала, что там мне осталось еще 20 километров. Было 10 часов, уже темно. И 20 километров. Но я подумал, ну ладно, 20 километров я еще доеду. А оказалось, что эти 20 километров вот такое вот. И главное, с горки вниз. Тут не видно, но это вообще полный кошмар. Короче, осталось 10 километров. То я, значит, 10 проехал. Но эти 10 километров я ехал это 4-5 километров в час. Потому что огромные камни я просто скользил вниз. Вот, не знаю, как мой мотоцикл это выдерживает. Хороший мой. Вот, и сейчас я его там поставил, потому что просто уже не мог. Спустился минут 20 вниз. Посмотреть, будет ли там где-то хоть какое-то местечко, которое не склона, плоское. Там нету. Вот я решил вернуться до какого-то поля.
Потому что вверх ехать немного проще, чем вниз, потому что вниз надо только тормозить. У меня передний тормоз. Можете сами себе представить, как колесо скользит. А тут что-то моргает. Это, наверное, эти, как их там, ну, которые светлячки. Да. Вот, а вон там мой мотоцикл, короче. Короче, иду себе скакать. Сейчас 11 часов где-то. Вот. Наверное, на озеро с другой стороны заеду, если будет заезд. Или вообще нафиг это озеро. Я еще помню, маршрут прокладывал, навигация не хотела его строить. А я ее заставил. И вот, короче, она меня хотела спасти от этого. Короче, полная жопа. Это как сегодня днем. Я ехал там, где возле черешни. Только еще хуже, из горки вниз. Фух. Короче, отдохну и обратно. Вот, короче, не знаю, что будет видно. Получается, поднялся снова в гору. В гору поднимался где-то в 2 раза быстрее, потому что немножко легче, не нужно было тормозить, я не съезжал. Мог лучше дозировать скорость. И вот, и, короче, выехал на такую поверхность, даже не знаю, что тут. Темно, вот вижу какая-то поляна. Время 11:30. Сейчас тут поставлю палатку, если она достаточно плоская земля. И лягу просто спать. А завтра утром уже посмотрю, что к чему. Туда вниз не поеду, потому что это жестче, чем сегодня было, когда было жестко, да. И жесткость больше в том, что вниз у меня нету. Как бы нужно очень жестко тормозить. Мотоцикл скатывается. Руль выбивает вправо, влево. Огромные камни, булыжники. Вот, и я завтра, может быть, поеду в объездную, посмотрю, если с другой стороны на это озеро дорога попроще, то я заеду, а нет, то я дальше поеду в Черногорию, и в Черногории тоже буду смотреть уже дороги попроще. Такие жесткие дороги, как бы, я уже проездил, мне уже достаточно. Мотоцикл очень классно, он это все выдержал. Блин, у меня палатка мокрая, оказывается. Выдержал пока что очень жесткие условия для него. Вот я не заметил, я, оказывается, когда собирал палатку сегодня, она влажная была, я думал, она сухая. Так бы я бы остановился, где просушил бы ее, а так будем сейчас мокрые. Короче, сегодня такой денек, немножко кошмарный. Там где-то вдали собаки гавкают на меня. Я надеюсь, они не прибегут сюда. Надеюсь, они на цепи. Так. Ну да, и посмотрим. Я, получается, от главной дороги сюда тоже по таким жестким дорогам ехал где-то, не знаю, больше получаса. Поэтому я предполагаю, тут не сильно движение будет. Поэтому я не сильно боюсь, что тут кто-то меня заметит или что-то будет возникать. Ну а если, то что они смогут максимально прогнать. Поэтому я сплю, сколько сплю, потому что очень устал, вспотел очень сильно. Но с другой стороны, это для меня мега приключение. Это просто на самом деле такой включается режим выживания.
это эмоции адреналина. Это не считая, что я где-то, блин, в Боснии. О. Это даже если бы в Германии было бы жестко. Это в Боснии все жесть. Да, короче. Ой, блин, буду вспоминать смерть это. Фух. Зато тут вот на поле разные кузнечики туда-сюда и звезды. На камеру, конечно, не видно, но небо полное звезды. Просто обалдеть сколько. Миллиарды. В городе-то видно, не знаю, пару сотен. Это смотреться, а тут бесконечное количество. Собрал, блин, сегодня гнал. Собрал кучу мошек, комаров, не знаю, что там было. Фу. Каждый, не знаю, минут 15 нужно было чистить визор. Даже раньше. Окей, так. Короче, я наконец-то в палатке. Получается, я где-то, не знаю, где, завтра утром посмотрю, где на самом деле. Дома смогу через Google Maps посмотреть позицию. И где-то в метрах 400-500, наверное, от меня лают собаки. Я когда на мотоцикле тут туда-сюда ездил, я их взволновал, они начали лаять. И поставил палатку, и вот они лают, и мужик уже. Я прямо слышал, как мужик наорал, они перестали, и потом я только чуть-чуть что-то шарахнулся, они сразу начинают лаять, они, наверное, как-то чувствуют, что я тут, не могут успокоиться, лает. И я надеюсь, они успокоятся, как-то мужик, может, их успокоит. В худшем варианте мужик, я бы на его месте взял одну из собак, которая лает, сказал, ну давай, иди показывай, что ты лаешь, чтобы она привела их сюда на разборки. Вот, послушайте. Все будет опять. А тут рядом еще что-то вода течет. Кран с водой какой-то. Вообще, слушайте. Так, еще. Не знаю, слышно. Слышно ли? Время, короче, 0 с чем-то уже, не знаю. Поставил тупо, вот я вот не знаю точно где-то как-то просто ехал. Как? Получается, я хотел на это озеро, но на это озеро там вообще только, наверное, на джипах или на эндуро, на хард-эндуро можно, ну или пешком. Хайкинг типа. Я на мотоцикле намучился, он выжил у меня, и там еще оставалось 10 километров. 20 я кое-как так прошел. Даже, ну, не 20. Вот отсюда туда, где-то я еще 5 проехал. Это было хардкор. Оно все время с горки вниз. Очень было трудно. Я решил, что не, если там нету места, где я вернусь. И вот я вернулся, и получается где-то в другую сторону еще где-то километров 10 до дороги, до главной. Вот, и я уставший, замученный, тут увидел типа поляну, не знаю, что завтра утром увижу, что. И поставил палатку. И завтра поеду уже главной дороги и поеду так дальше к высоко. И посмотрим, короче, может быть, там еще есть другой заезд к этому озеру. Посмотрим, как там дорога. Я поеду только если там будет легкая дорога, потому что с меня уже достаточно этих таких плотных дорог таких. Еще посмотрю, что там в Черногории я запланировал. Ну вот, короче, буду слушать вой собак. Короче, спокойной ночи всем. Увидим, что завтра будет.
Послушаем еще чуть-чуть собак. Там их 3. 2 такие лают, похожие, а другая как-то забывает. Но сейчас только одна лает.